При изучении биографии наших повстанцев я постоянно натыкалась на то, что большинство из них активно участвовали в антигетманском восстании. И только единицы сотрудничали с властью гетмана Павла Скоропадского, такие, например, как Ярема Строменко и атаман Юхим Мирошниченко. Поэтому, наверное, пришло время немного остановиться на этом моменте, чтобы стало понятнее, о чем мы тут с вами говорим. Каждый раз украинцы наступают на грабли только потому, что их учителя истории и даже маститые историки умалчивают об одном важном моменте, который влиял на те или иные события. И это потому, что тогда пришлось бы протянуть ниточку до сегодняшних дней, а это ж чревато последствиями. Это видео не история антигетманского восстания, не боже мой, это только несколько штрихов, которые мы не можем игнорировать, когда пытаемся разобраться в событиях тех дней. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Начнем с Украинской Центральной Рады. Да, это переходный орган власти в Украине на период революции и, безусловно, создание Центральной Рады – важный и нужный шаг в восстановлении независимости Украины. Но ее головою поставили Михаила Грушевского. Кто такой Грушевский? Это историк, человек кабинетный, по сути он ничего не контролировал. Был такой себе вывеской. Ну ладно, хорошая вывеска на то время тоже была нужна. Но если бы эта вывеска хоть хорошо справлялась со своей ролью. Австрийский генеральный штаб в письме Министерству иностранных дел 16 апреля 2018 года дал такую характеристику Грушевскому. Председатель Рады, украинский социалист-революционер, прежде профессор Львовского университета, старец, сотканный из страха и опасений, чья дряхлая фигура должна придать Раде благородную ржавчину почтенного сената. Боязливо цепляется за германскую власть и обнаруживает мало симпатии к Австрии. Конец цитаты. Старец, сотканный из страха и опасений, не лучшая кандидатура в буремном 1917 году. А еще хуже, что его заместителями стали литературный критик Сергей Ефремов и писатель Володимир Винниченко, который вообще профессии не имел. Поступил на юридический, но его оттуда исключили. По факту это типичный графоман. Посмотрите, сколько всего накропал, это когда компа еще не было. Но самое ужасное это то, что этот графоман вообще не понимал требований времени. Он выступал против милитаризма, за распуск вооруженных сил и создание милиции вместо регулярной армии. Это было бы забавно, если бы не происходило в 17-18 годах. Винниченко стал членом Центральной Рады, впоследствии возглавил генеральный секретариат, а это было типа кабинета министров. Затем стал генеральным секретарем внутренних дел. Как видим, наш голубь мира хватался за портфели, но что с ними делать, он не знал. Естественно, что эти люди, историк, литературный критик и писатель, не способны были организовать работу Центральной Рады. Поэтому ее деятельность закончилась плачевно. Тогда, когда ее министры похитили банкира Доброва, через банк которого немцы финансировали свою армию в Украине. И тогда немецкое командование ставит у власти серьезного, адекватного человека Павла Скоропадского. Не писателя, не историка, не клоуна, а потомственного военного. Я какой вопрос не изучаю из событий столетней давности, обязательно натыкаюсь на ассоциацию с сегодняшним днем. А это грабли. Такого не должно быть. Мы, по идее, должны идти вперед, а не удивляться ассоциациями с событиями столетней давности. Those who don't learn from history are doomed to repeat it. Перефраз знаменитой цитаты Джорджа Сантаяны как аргумент в пользу изучения історії. Читаємо Вікіпедію. 29 квітня 1918 року внаслідок державного перевороту Павло Скоропадський взяв владу в Україні. Більшість партій та верств населення відмовили Центральній Раді та її Раді міністрів у підтримці. Тому переворот пройшов майже без пострілів та крові. Лише в сутичці з січовими стрільцями загинуло 3 вірних гетьману офіцерів. Головною причиною успішності перевороту став параліч Центральної Ради. А 4 мая 2018 года из штаба армии, командующего немецкими войсками в Украине Германа фон Айхгарна, направили такую телефонограмму главнокомандующему Восточного фронта.
Гетман Скоропадский, человек лет 45, высокий, стройный, с резко очерченным профилем, несколько кавказского типа. У него породистое лицо, он прекрасно выглядит в своей черной казачьей одежде. В наше время идеологов, фантастов и слабоумия он, по крайней мере, проявил себя как мужчина. Каково будет его дальнейшее поведение, трудно сказать. Во всяком случае, он производит впечатление незаурядной личности. Вчера, 2 мая, он имел беседу в штабе и очень ясно и разумно говорил о политическом и экономическом положении страны. Он также ясно дает себе отчет, что восстановить нормальный уровень экономики страны можно только при условии полной ориентации на Германию. Конец цитаты. А теперь уделим внимание атмосфере тех лет. Я когда читала воспоминания участников событий 17-20-х годов, то бросалось в глаза, что все противоборствующие стороны четко видели, как напористо и лживо была большевистская пропаганда. И противостоять ей никто не был в силах, потому что для этого нужно было иметь не только немерено бабла, а еще борзость, наглость, подлость, брехливость и другие мерзкие качества, без которых черная пропаганда множится на ноль. Главнейшее качество черной пропаганды – это ее агрессивность. Именно поэтому большевик – это был человек, который не знал сомнений. И именно вот этот агрессивно-самоуверенный тон оказывал свое воздействие на широкие массы. Побольше цинизма. Людям это нравится. Как белые, так и наши повстанцы пытались там как-то агитировать население, но это все был детский лепет на зеленой лужайке по сравнению с тем, как это делали большевики. А широкие массы обычно с удовольствием хавают всякую пустую трескотню и разносят ее как вирус. Большевики к тому времени уже поднаторели в а. промывке мозгов и б. ведении подпольной деятельности. Это был их конек. Больше они ничего не умели. Сначала это была революционная пропаганда, которая оттачивалась со времен газеты «Искра». Идеологическое клише геббельсовская пропаганда – это тоже манипуляция, потому что на самом деле там, где ваш Геббельс учился, Ленин преподавал в буквальном смысле этого слова. И не где-нибудь, а в Париже, в местечке Ланжюмо, он еще в 2011 году открыл школу партийных пропагандистов и агитаторов. Ленин на пропаганде был помешан и считал это основой своей борьбы. Так вот, тогда в 17-20-х годах люди с критическим мышлением тоже имелись в наличии, и они прекрасно осознавали, что происходит в реале, и, естественно, были потрясены большевистским подходом к делу. Атаман Петр Краснов писал Деникину в 19 году: «На севере нас побеждает не сила оружия противника, но сила его злостной пропаганды». А белый генерал Алексей Лампе в мемуарах вспоминал: приходилось краснеть от стыда и бешенства, когда большевики, занимая на 2-3 часа какую-нибудь деревню или станцию, полностью обклеивали ее своими прокламациями и газетами. Деникинская газета «Жизнь» отмечала в 19 году: советская пропаганда, пожалуй, самое страшное оружие большевиков. И что делают рашисты на оккупированных территориях в первую очередь? Они заехали в оккупированный Мариуполь и сразу же на улицах расставили передвижные телевизоры, откуда полились среди разрушенных зданий все их месседжи. Потом они завезли в школы своих учителей, которые приехали туда со своими учебниками, потому что по заветам дедушки Ленина им необходимо в первую очередь переформатировать мозги украинцев. В итоге разрушенные дома остаются в слепой зоне обработанного населения, и они верят, что пришли их освободители. И когда 100 лет назад как Белая гвардия, так и проукраинские силы были озадачены в первую очередь снаряжением своих армий, как их одеть, вооружить и обуть, то Ленин этим переймався меньше всего. Случилась какая-то заминка на фронте, он не оружие туда направлял, а пропагандистов. И вот как это описывает большевик Зуев: у нас закипела работа, агитация, наводнение литературой, газетами, пополнение командным составом, расстрелы ослушников, и через время дивизия успешно воюет. На комиссаров и политработников была возложена в Красной армии задача по распространению и войсковому изданию пропагандистской литературы. Опять же аналог современной войны. Когда Путин объявил всеобщую мобилизацию и началось брожение в умах российского населения, то администрация Путина мгновенно отреагировала. Выпустила методичку, как внушать населению, что идет война народная, что народ России должен сплотиться перед угрозой НАТО и так далее.
И эти все со школы нам знакомые большевистские декреты о земле, о мире, это были в действительности плакаты, никакой юридической силы они не имели. Большевики по законам дедушки Ленина кинули лозунг, направленный на болевые точки широких масс, и пообещали простые и немедленные решения. Эти приемы используются до сих пор. Помните офис простых решений? То же самое. Лозунг в массы, и хотя в том офисе никто ничего не решает, но пиплы, жаждущие немедленных элементарных решений своих проблем, получают таким образом укольчик, вергающий их состояние комы. Далее, еще я заметила, читая архивы, что представители советской власти говорили тем, кто критиковал их действия, тому же Тихону Бондаренко, о котором мы рассказывали: что ты нам разлагаешь колхозные массы? Коммунисты изначально оперировали этим понятием масса. Народ – это массы, которых надо задурить обещанками и тятянками, а те, кто не поддаются, их надо просто уничтожить. Никто возиться с ними не собирался. И еще при советской власти и был придуман этот термин «мудрый народ», который якобы во всем разберется. На самом деле это заигрывание перед обывателем их легкой добычей. Поясним, что широкие массы, мудрый народ – это не все селяне, боже упаси. В селах тоже жили умнейшие люди со здравым смыслом. Широкие массы – это обыватели, опора всякого диктаторского режима. А теперь почитаем, что пишут нашим деткам в учебнике истории за 10 клас. Внаслідок державного перевороту 1918 року було усунуто УЦР і проголошено владу гетьмана Скоропадського. Внутрішньополітична діяльність гетьмана була спрямована на позитивні зміни і заходи, які, однак, були негативно сприйняті в суспільстві. Проте загалом він не зміг здобути необхідної підтримки широких мас у вирішальний для нього час. То есть чувствуем разницу. Когда устраняли Центральную Раду, то это сделали більшість партій та верств населення. А широким массам все это было глубоко паралельно. А тут вдруг широкі маси негативно сприймали позитивні зміни. Ще раз повторю, позитивні зміни і заходи, які, однак, були негативно сприйняті у суспільстві. Так что же произошло за эти 8 месяцев, когда Скоропадский был у власти? Посмотрим на расстановку сил и как ситуация воспринималась разными слоями населения. Изучая историю, очень полезно обращаться к первоисточникам, к участникам событий. Нам поможет Нестор Махно, вот его диалог в 1918 году с Лениным. Ленин тотчас же подхватил: так вот, товарищ, зайдите завтра, послезавтра, и когда найдете это нужным, к товарищу Карпенко и попросите у него все, что вам нужно для нелегальной поездки на Украину. Он вам укажет и надежный маршрут через границу. Какую границу? Спросил я его. Разве вы не знаете? Теперь установлена между Россией и Украиной граница. Она охраняется немецкими войсками, нервно заметил Ленин. Да вы же считаете Украину югом России, заметил я ему. Считать одно, товарищ, а в жизни видеть другое, ответил Ленин. Конец цитаты. Обратите внимание, что товарищ Ленин иллюзиями никогда не питался. Он всегда видел реальную картину мира, то есть психика его была в абсолютном порядке до определенного времени. Другая цитата из воспоминаний Нестора Махно. Так, освещая товарищу любимому положение на Украине, каким оно мне представлялось по последним сведениям, я просидел почти до утра. Товарищ Любимов заявил мне, что и он едет со мною, но я ему отсоветовал, мотивируя тем, что я сам еще не знаю путей через границу, которая, по сведениям, на всем своем протяжении бдительно охраняется немцами. Конец цитаты. А теперь перейдем к воспоминаниям Бориса Савенкова, как пример того, что разумные люди того времени совершенно четко понимали, кто такие большевики, и что те времена были не смутнее, чем наши, и при желании можно было разобраться, кто есть кто. Вот диалог Савенкова с полковником Петроградского гарнизона. «Я пришел к вам от имени многих офицеров Петроградского гарнизона. В чем дело? Большевики выступили, но мы, офицеры, сражаться против большевиков не будем. Почему? Потому что мы не желаем защищать Керенского». Я посмотрел сначала на одного офицера, потом на другого. Не шутят ли они? Понимают ли, что говорят?
Но я вспомнил, что произошло накануне ночью в Совете казачьих войск, членом которого я состоял. Представители всех 3 казачьих полков, стоящих в Петрограде, заявили, что они не будут сражаться против большевиков. Свой отказ они объяснили тем, что уже однажды в июле подавили большевистское восстание, но что министр-председатель и верховный главнокомандующий Керенский умеет только проливать казачью кровь, а бороться с большевиками не умеет, и что поэтому они Керенского защищать не желают. Но, господа, если никто не будет сражаться, то власть перейдет к большевикам. Конечно, я попытался доказать обоим офицерам, что каково бы ни было временное правительство, оно все-таки неизмеримо лучше, чем правительство Ленина, Троцкого и Крыленки. Я указывал им, что победа большевиков означает проигранную войну и позор России. Но на все мои убеждения они отвечали одно: Керенского защищать мы не будем. Конец цитаты. То есть, если Савенков понимал, кто такие большевики, то многие люди и в Украине прекрасно осознавали, кто такие Ленин, Крыленко и Троцкий. И что допустить большевиков в Украину – это хана независимости Украины. Наша страна накроется медным тазом. Вот такая была ситуация. Подводим итог сказанному. Во-первых, граница с Россией при Гетманате была надежно запечатана, что беспокоило всю ту большевистскую шоблу, и она искала пути, как границу распечатать. Во-вторых, не только Савенков, все люди с критическим мышлением понимали, кто такие большевики, и дальше мы это еще докажем. В-третьих, Ленина бесило, что Украина от него уплыла, но у Ленина всегда был план на случай временной неудачи. После прихода Скоропадского к власти большевики с удесятеренными силами начали возделывать в умах широких масс украинцев негативное отношение к Скоропадскому. Да, ошибки у него были, не все шло гладко, как хотелось бы, но Украина была окружена врагами, и первая задача, которая перед ним стояла, это сосредоточиться на восстановлении государственности и армии. Но дедушка Ленин был тогда в ударе, и он знал, что делать и как уничтожить Скоропадского. Гетманат был большевикам поперек горла, это понятно. Но в чем большевики были еще сильны? Правильно, подкупами полезных идиотов и политиков. То, что делали и делают до сих пор их верные ученики. И вот как сам Павел Скоропадский объясняет причину своих неудач. Оборачиваясь назад, я стараюсь быть вполне объективным и не останавливаться перед признанием своих ошибок. Скажу, что наше правительство в одной очень важной отрасли государственного управления было возмутительно слабо и бездарно. Я эту ошибку начал исправлять, но поздно. Я хочу указать на то, что народонаселение совершенно не было осведомлено о нашей работе. Пресса и какая-либо пропаганда совершенно отсутствовали. У меня это дело совершенно не клеилось, несмотря на то, что я с первого же дня моего управления страной отдавал себе отчет в значении прессы и вообще правильной постановке пропаганды наших идей. Я виню в этом очень сильно Федора Андреевича Лизагуба и Ржепецкого. Они это дело все откладывали, жалея денег, и когда начали создавать, то поручили это, видимо, людям неталантливым, и в результате так это дело и заглохло. То есть, как мы видим, Скоропадский считал, что не словами, а делами, и надеялся на Лизагуба, который йому же і втирав. Наше гасло – робота, а не політика. При цьому ми не хочемо відбирати право народу самому визначити майбутню і остаточну форму правління, яке буде скликатись по виборам. Вирішити, чи країна хоче лишитись при гетьмані або встановити друге правління, чи бути Україні монархією чи республікою. Так и хочется спросить, какие выборы, Лизагуб? Ты сначала победи, приведи этот мудрый народ к памяти, а потом дашь им право вызначать форму правления. На границе большевики рвутся, как бешеные псы, в Украину, а ты играешься в демократию. Цитируем далее Скоропадского. В то время на Украине далеко не было спокойно. Недовольных элементов было очень много. Причины были самые различные. С одной стороны, все бывшие члены Рады, оставшись неудел, не могли с этим мириться. Народонаселение разделялось на две части. Все имущие, хоть и много, были спокойны, но сельский пролетариат только и ждал момента для того, чтобы примкнуть к новым грабительским походам. Туда же примыкали большевики, не имея возможности действовать в городах, они помогали работе распропагандирования части деревенской массы. Украинские социал-революционеры, мало чем отличающиеся от большевиков, направляли все дело.
Конец цитаты. Итак, большевики вовсю раскачивают Украину, подстрекая широкие массы к вооруженному выступлению против Скоропадского. Только один пример – беспорядки в Звенигородском уезде. В рапорте начальника особого отдела штаба гетмана от 6 июля 18 года отмечено: происшедшие беспорядки являются следствием пропаганды большевиков из среды крестьян. В общем, практически все эти восстания против австро-немецких войск подстрекали а. большевики и б. украинские социал-революционеры. Запомним это. В следующих материалах нам это пригодится. Далее Скоропадский пишет, что посланник Ленина Христиан Раковский со своими делегатами прибыл в Киев для заключения мирных переговоров. Но при этом он вел самую энергичную большевистскую агитацию. Скоропадский все лето 18 года пытался убедить немцев, что из этих мирных переговоров ничего путного выйти не может, что все этой кампании до лампочки эти переговоры, которые якобы должны решить какие-то вопросы между Украиной и советским правительством. Эти переговоры, пишет Скоропадский, им нужны исключительно для того, чтобы, пользуясь в Киеве своим статусом дипломатической неприкосновенности, развивать всевозможным способом большевистскую пропаганду в стране. Раковский и Мануильский приехали с десятком псевдоэкспертов, которые пользовались дипломатической неприкосновенностью. Затем Скоропадский объясняет нам, кто мутил воду против гетманата. С одной стороны, большевизм русский, пустивший большие разветвления по всей Украине, главным образом с легкой руки Раковского, который под прикрытием этой мирной комиссии, в которой он был председателем, делал вид, что улаживает спорный вопрос. Теснейшие связи с северными большевиками были наши украинские. Затем уже шли русские социал-революционеры и социал-демократы и их украинские сотоварищи. Вот в какой атмосфере пытался Скоропадский розбудувати нашу державу, пока большевики ее раскачивали при помощи украинских гнид. Все было точно так, как это делал Путин в 2016-19 годах. И вот к чему все это тогда привело. Из письма Департамента Державной варты Харьковскому губернскому старости 9 ноября 2018 года. С начала мирных переговоров центральных держав с державами согласия харьковские большевики заметно зашевелились и подняли головы. Почти ежедневно в город прибывают из Великороссии в большом числе большевистские агенты, беспрепятственно проезжая границу у Белгорода, невзирая на то, что там имеются специальные пропускные пункты. В данное время Харьков кишит большевиками, среди коих имеются целая организация агитаторов, снабженных литературой и деньгами, и целые шайки отлично вооруженные, предназначенные для открытых восстаний на местах. В Харькове в данное время существует областной военно-революционный большевистский комитет, насчитывающий большое количество членов и располагающий запасом оружия и денежными средствами. Комитет находится, видимо, в районе предместья, основа, где наиболее часто разбрасываются, расклеиваются воззвания и ведется агитация, причем в большинстве активными работниками являются служащие Северодонецкой железной дороги. Помимо сего, в Харьков прибывает из Великороссии много лиц со специальной целью агитации среди германских войск. Возле всякой германской части можно видеть подозрительных штатских, говорящих по-немецки, а на железных дорогах на каждой станции, где есть германский караул, встречаются такие же пропагандисты-агитаторы. Конец цитат. В итоге большевики своего добились. Скоропадский плюнул на все это и отрекся от власти. Я, гетьман всієї України, протягом 7,5 місяців усі свої сили клав на те, щоби вивести країну з того важкого становища, у котрому вона знаходилася. Бог не дав мені сили впоратися з цим завданням. Нині, з огляду на умови, що склалися, керуючись винятково благом України, від влади відмовляюся. В итоге к власти пришли Петлюра и вернулся наш графоманчик, любитель порулить Винниченко. И стал, вы не поверите, головою директории. Имя Скоропадского советская пропаганда до такой степени втаптывала в грязь, что до сих пор он не отмылся. Нет в Украине памятника Скоропадскому, несколько улиц назвали в его честь, и 2 мемориальные доски повесили как подачку. Вот и все. Посмотрите эту книгу 91 года издания. Тут все гетманы, кроме Скоропадского. Но ситуация потихоньку меняется. Вот в 2004 году вышло это шикарное издание,
где ему уделяется много внимания. А что же наш боязливый старец Грушевский? По словам історика Оксани Юркової, при Скоропадському Михаїлу Грушевському пропонували взяти участь в роботі комісії з організації Академії наук. Він відмовився. Він став у позу, він вважав, що на академію має бути перетворено Українське наукове товариство у Києві. Ідея, як пропонував Вернадський, що товариство має стати лише однією з складових академій, його не влаштовувало. Тут зіграли амбіції, політична ситуація. Грушевському кілька разів пропонували долучитися до академії, спочатку стати членом комісії, потім одним з перших академіків, але він завжди відмовлявся. Що було далі, нам розкажуть проректор Острозької академії Петро Кралюк. Погодився лише у 1923 році, напередодні повернення з еміграції. Тоді його 31 грудня 23 року обрали академіком Всеукраїнської академії наук. Після того, як українська держава перестала існувати, Грушевський починає звертатися до більшовиків із пропозицією повернутися в радянську Україну. І це після того, як його майно в Києві було знищено більшовиками, а він був добре поінформований про масштабні більшовицькі репресії проти українців. Зато именем Грушевского 100-500 улиц названы, и барельефы, и памятные монеты, и на гривне запечатлели, и много чего всякого. Канал Ірини Коновець-Поплавської. О чем это все говорит? О том, что мы все еще живем в парадигме советской пропаганды. А это значит, что нам надо учиться самим во всем разбираться. Правду надо добывать, а ложь вам сама в уши влезет. И дело еще в том, что история – это одновременно и наука, и искусство. Как наука, она основана на событиях, которые происходят в определенное время с фактами и цифрами. Но когда какой-нибудь писатель или художник обрисовывает события в соответствии со своими предпочтениями, он живописует картину, которая становится искусством. Это в полной степени относится к Скоропадскому. Некий киевлянин написал роман «Белая гвардия» с точки зрения своих имперских, пророссийских взглядов и ненавистью ко всему украинскому, и поклонники «Мастера и Маргариты» попадают на этот крючок, им трудно разобраться, как было на самом деле.